Всем привет! Это наше 4-е видео, и в нем я расскажу, как можно сбежать с нашей планеты. Отдельно мы рассмотрим реактивное движение. Смотрите внимательно, не пропустите. Мы взлетели, все работает, и ладно, это было классно! Да, вид из окна просто бомбезный. А обратно ко мне парься, видом наслаждайся. У меня батареи уже на исходе, не беда, здесь солнышко светит всегда. Сейчас раскроем солнечные панели, и будешь у нас как новенький. А где мы их возьмем? Где? На Луне. Машину разберем. Check ignition and may God's love be with you. Протон хорошая ракета, но нам нужна круче. Тогда звони Илону, ну посмотри, разгон слабенький. И машина не влезет. 6 февраля 2018 года произошло чудо. Тяжелый «Сокол» Falcon Heavy оторвался от земли и взмыл в небо. 27 двигателей сжигали керосин, выбрасывая больше тонны газов со скоростью несколько километров в секунду вниз. В результате образовалась огромная сила тяги, которая должна была не только поднять саму ракету, но и полезный груз, который в испытательном полете решили заменить машиной Илона Маска. Кроме того, нужно было преодолеть силу сопротивления воздуха. Прощай, Земля, и добро пожаловать в космос. Не забудьте уплатить $90 миллионов США. Это самые счастливые люди на Земле в тот момент. Часть ваших миллионов – их зарплата. Реактивные двигатели помогают не только улететь с Земли, но и плавно на нее сесть. Наш полет продолжается, и если вы набрали больше 11 км в секунду, двигатели можно отключить. Теперь Земля не сможет удержать нас. Машина Маска теперь будет летать вокруг Солнца, и ее орбита пересекает орбиту Марса и, естественно, Земли. Говорят, что она пробудет в космосе не менее 3 миллионов лет. Итак, пытаемся проверить реактивное движение. Это у нас спирт, обычный этиловый спирт. Наливаем его в бутылку. Наливаем немного. Нам нужна не сама жидкость, а пары спирта. Ну так, чтобы было на донышке. Закрываем спирт и обязательно забираем его. Помним о технике безопасности. Теперь вот в такой пробочке надо оторвать эту крышку, чтобы у нас появилось сопло, из которого будут вырываться пары, и накручиваем на бутылку. Но если сейчас мы попытаемся поджечь, то ничего не выйдет, потому что паров спирта недостаточно. Чтобы получить их больше, мы наливаем в чашку кипяток. Будьте аккуратны, это все же кипяток. И подогреваем спирт, чтобы получить пары. Предварительно закрываем бутылку пальцем. Прогреваем примерно 30 секунд. Ракета на стартовой площадке, двигатель в норме, зажигание. Полет прошел нормально. Теперь давайте посмотрим, как горят пары спирта в темноте. Справедливости ради заметим, что идея запустить машину на ракете была первой у ребят из Top Gear.
Конечно, о космосе можно было только мечтать, система полностью повторяла шаттл, было предусмотрено даже отделение ускорителей, и сама машина должна была плавно спланировать, поэтому были проведены исследования по аэродинамике, огромное количество расчетов и экспериментов. И вот настал момент истины. Как это волнительно, когда твое детище стоит на старте, устремленное ввысь, нервы у всех на пределе. Ракету заправляют топливом, и я умолкаю, чтобы вы насладились этим моментом сполна. А здесь что-то пошло не так. Сила тяжести неумолима. Но то, что ракета оторвалась от Земли, уже маленькое чудо. И реактивное движение. Пока мы покидаем Землю только на ракетах, и сейчас вопрос в цене на билет. А она не маленькая, но, слава богу, есть и другие ребята, например, Virgin Galactic. Цена на билет у них уже 250 тысяч, почти в 10 раз меньше. С помощью вот этого красавца они предлагают поднимать ракету или космический корабль сначала на высоту 20 километров, используя подъемную силу крыла самолета. И когда сопротивление воздуха уменьшится почти в 100 раз, отсоединить его и запустить реактивные двигатели на полную катушку. Обратите внимание, огромный плюс этой системы – не нужен космодром. Неужели у нас нет другого способа покинуть Землю, как только на ракете с реактивным двигателем? Но посмотрите это видео. Эти ребята решили использовать потенциальную энергию натянутых резиновых жгутов. Затея, прямо скажем, смертельно опасная. Нужно сказать, этот парень набрал скорость 200 км в час всего за секунду, и это был максимум скорости. Но чтобы улететь в космос, нужна скорость 8 км в секунду, и неважно, за сколько вы ее наберете. Ребята из Spin Launch предлагают разогнать ракету сначала на Земле, как это делают в ускорителях элементарных частиц, по кругу. Все быстрее и быстрее на каждом круге, а затем выпустить ее на огромной скорости в космос. Разгон они предлагают провести в вакуумной трубе с помощью электромагнитного поля. Такие системы, так называемые рейлганы, уже стреляют снарядами со скоростью несколько километров в секунду. Но проблема в том, что сопротивление воздуха пропорционально скорости в квадрате, и когда вы вылетите из трубы, работа этой силы не только разогреет ваш корабль до красна, но и может разрушить его. Ну что ж, поживем увидим. А пока что эти ребята собрали уже 30 миллионов на свой проект. В 1945 году в журнале Wireless World появилась статья Артура Кларка о преимуществах геостационарной орбиты.
Идея стала настолько популярна, что саму орбиту нередко называют орбитой Кларка. Надо отметить, что идею использовать эту орбиту высказывали давно, но после романа Кларка «Фонтаны рая» она стала мегаизвестной. Оказалось, что если мы поднимемся на орбиту высотой примерно 36 тысяч километров, период вращения вокруг Земли будет таким же, как и период вращения самой Земли. То есть мы будем все время находиться над одной и той же точкой Земли. Осталось опустить трос, и вот вам дорожка в космос. Чтобы трос был натянут, необходимо еще создать противовес. Впервые концепция космического лифта была рассмотрена еще в 1895 году Константином Циолковским. Ученый, вдохновленный примером недавно построенной Эйфелевой башни в Париже, занялся исследованием физических аспектов строительства гигантской башни, при помощи которой можно было бы доставлять космические корабли на орбиту без использования ракет. Но вспомните, что на поверхности Земли бывает такой ветер, что ломает даже деревья. Поэтому ученые предлагают опустить трос только до стратосферы. На высоту 50 километров придется подниматься на специальных кораблях или даже на огромных гелиевых шарах. Если же мы захотим построить лифт на Луну, нужно будет сделать его эластичным, так как расстояние до Луны периодически меняется, ведь ее орбита эллипс. Не забываем также, что Луна вращается вокруг Земли, и хотя повернута к нам одной стороной, но не расположена над одной и той же точкой Земли. На разных участках лифт будет испытывать различные нагрузки, поэтому, скорее всего, придется изменять его толщину или менять количество нитей в тросе. Предварительные расчеты показывают, что у поверхности Луны он будет в 1000 раз толще. Сейчас основная проблема в создании сверхпрочного материала. Поговаривают, что он уже создан, только нити из него пока получаются длиной всего несколько микрон. По самым оптимистичным прогнозам, лифт на орбиту Кларка будет создан в 2050 году, а на Луну в 2100. Осталось немного подождать. Мне надоело уже здесь летать. Есть только один метод. Какой? Оттолкнуться друг от друга. И это говорит друг. Это говорит физика.